Привет! Хочешь такую же броню? Сейчас я тебе расскажу, как ее получить. Тебе понадобится всего лишь 3 ингредиента. Железный нагрудник, Arcane Ashes, делается на Alchemy Table из вот этих ингредиентов. Для этого тебе понадобится Blood Orb. Неважно какого уровня, сойдет даже первый. И также Binding Regent. Для него тоже сойдет любой Blood Orb. Итак, что ты делаешь? Высыпаешь пыль на землю. Дальше кидаешь сюда реагент. И ПКМ железным нагрудником. Запускается ритуал. И получаешь живучий нагрудник. Да-да, живучий. Я его так называю. Как видишь, у него ничего нет. Это просто обычный нагрудник. Вот я его надел, с ним ничего не происходит. Чтобы сделать ему улучшение, тебе нужна емкость для этих улучшений. То есть очки улучшений. Как их получить? Для этого тебе понадобится вот такой вот ритуал. Как видишь, он увеличивает количество вмещаемых очков на живучей броне до 300. Все, что ты должен сделать, построив этот ритуал, встать посередине, надеть на себя нагрудник и запустить его слабым кристаллом активации. Вуаля! 300 очков для улучшений. Что с этим делать дальше? В то время как ты носишь нагрудник, ты можешь получать различные бонусы в зависимости от твоих действий. Итак, вот моб. Я его убиваю и, как ты видишь, навык Experienced возрос до 1 уровня. И у меня это заняло несколько очков вмещения для улучшения брони. Итак, как ты видишь, это тоже имеет свой опыт. Каждый навык имеет свой опыт. Чем больше опыта, тем больше уровень. И чем больше уровень, тем больше будет занимать этот навык очков для улучшения. Что же делать? Как получить самые лучшие навыки и при этом оставаться крутым перцем? Значит, ты заходишь в книжечку Alchemy Race Living Equipment, и здесь ты заходишь вот сюда. Здесь написаны все улучшения для брони. И что они делают, и как их получить, конечно, тут тоже сказано. Значит, допустим, Bodybuilder. Тебе нужно просто есть еду, за что ты получишь, во-первых, на 5 уровне 100% резист к отталкиванию и 10 сердечек. Ой, полусердечек, точнее, просто 10 хп. Но как же быть? Допустим, я хочу это. 42 очка занимает. Я хочу, допустим, Healthy. А тут уже 320 очков. Как же мне это вместить в броню, если я хочу оба навыка? В этом тебе помогут дебафы на броню, которые описаны в этой вкладке. Living Armor Downgrades. Сюда ты заходишь и выбираешь, какой тебе дебаф, ну, на который тебе в целом насрать. Допустим, Concrete Shoes. Уменьшает скорость плавания на 80%. Кому это нужно? Да никому это не нужно. Берешь и получаешь 200 дополнительных очков для брони. Сейчас покажу, как это работает. Penance of Fleeting Soul. Для его активации также необходим слабый кристалл, как для любого другого ритуала, потому что автор еще что? Автор еще не придумал, как сделать активированный кристалл. Ну ладно. И также тебе понадобятся вот такие вот штучки. Крафт тебе тут показан. Итак, как работает этот ритуал? Ты кладешь сюда вот эти очки, которые тебе были показаны в книжке, как они крафтятся. Значит, показываю. Вот здесь написаны очки. То есть для 1 уровня 10 очков. Для 10 уровня 200 таких очков. То есть, допустим, я хочу сделать себе максимально 10. То есть это вот 3, вот 10 кирок у меня каменных. И получается я кладу сюда 3 стака где-то этих штучек. Дальше я кладу кирку. Кирки вот так кладу в ряд. И активирую ритуал.
Надеваю на себя нагрудник. Что за говно? Ладно, в общем, что-то чуть-чуть прочитался, у меня получилось в итоге 9 уровень. Вот, и как ты видишь, очки ушли в минус. То есть я теперь могу сюда засунуть еще больше бафов. Такой тактикой ты можешь объединить из бафов и Healthy, и Bodybuilder, и Brilliance, если вдруг ты какой-то извращенец тайный, да? Ну, конечно же, самое главное здесь это совсем не эти бафы, да? Ну, значит, что делает каждый из бафов, я тебе оставлю, так сказать, на десерт. Будешь сам их изучать, там, понимать, что делает каждый из бафов и так далее. Но я разберу один из наиболее таких сложных и интересных. Это Sockety. Значит, он добавляет в броню слот для сигила. И, кстати, еще расскажу немного про эти бумажки. Значит, вот я нажал. Вот у меня теперь Sockety. И вместе с этим у меня появился новый слот. Вот он. Новый слот появляется. В этот слот я могу засунуть сигил. Но только тот, на котором написано слот. Ну и, конечно же, они дают то же самое, что и на 1.7.10. Очень жаль, что нельзя этот сигил туда всунуть. Было бы очень угарно посмотреть, как это будет работать. Вот, теперь расскажу оставшиеся про бумажки и про этот ритуал, что тебе очень поможет в прокачке брони. Ведь пока ты будешь качать какой-то один навык, который ты хочешь прокачать, тебе будут мешать остальные навыки, которые будут забивать твою броню. Эти бумажки тебе помогут этого избежать. Допустим, вот у меня здесь два зачарования на броне. Это Weekend Peak и Sockety. И открываю ритуал под названием Sound of Pleasing Soul. Вот он. Стою посередине и активирую. Все зачары с моей брони спадают и превращаются в бумажки. Вот он. Weekend Peak и Sockety. В случае с многоуровневыми бумажками что происходит? Я могу их в любой момент себе прописать. То есть вот я нажимаю ПКМ, и у меня уровень на 1 повышается, а здесь наоборот понижается. Ну и опыт соответственно. Вот, у меня теперь 2 уровня. Также могу нажать Shift ПКМ, и тогда у меня сразу вся бумажка потратится и уйдет сюда. Так, где еще можно использовать эти бумажки? Их можно использовать в очень полезной вещи. Living Armor Training Bracelet. Значит, что он делает и как он крафтится? Крафтится очень легко. И что ты делаешь? Ты в него, значит, берешь, открываешь ПКМ и кладешь сюда сокет. Допустим, если ты хочешь его чисто тренировать. Хотя как он может тренировать, если он только крафтиться может? Ну и, допустим, выбираешь левел, какой ты хочешь, чтобы у тебя был в броне. Галочка значит, что у тебя будет вырабатываться только этот навык. Крестик значит, что у тебя будут вырабатываться все навыки, кроме этого. Ну что ж, на этом все. Вот я и рассказал, как получить самую лучшую броню в этом моде. И единственную. Я надеюсь, вам все было понятно. Если нет, то пиши в комментариях и спрашивай какие-то отдельные моментики. Вот. Ну а на этом все. Пока.